Nike продолжает придерживаться схемы создания бюджетных версий дорогостоящих грайлей. Нет денег на Travis 1? Получите Мока. Не дают покоя изданные в 99 году высокие данки Wu-Tang? Получите Айова. Теперь появились Nike Waffle One, которые выглядят как более гладкая версия Sacai LD Waffle. Тем не менее, серия Waffle намного старше и имеет более богатую историю, в отличие от его хайпового аналога. Пора взглянуть на Nike Waffle One в самой востребованной расцветке Summer White. Неужели это действительно Sacai для бедных? Или же для тех, кто умеет считать деньги. Цена, кстати, 8500. А перед обзором обрати внимание, что у меня на канале проходит розыгрыш Air Force One, который ты можешь выиграть совершенно бесплатно. Все подробности в описании. А также подписывайся на канал. Именно тогда ты будешь в курсе всех новых и хайповых кроссовок. С тобой Адамов, приятного просмотра. И сразу переходим к самому интересному – к распаковке. Кроссовки идут в классической красно-белой коробке Nike. А вот и Nike Waffle One. Что-что, а выглядят они сочно. Помимо того, что они выглядят как минималистичные Sacai, здесь использованы похожие материалы. Это замша и текстильная сетка. Кроссовки были выпущены буквально на днях, так что это достаточно новая модель. Большинство людей в восторге именно от этой бело-кремовой расцветки Summer White. Конечно, есть другие расцветки и возможность, используя Nike ID, самостоятельно выбрать цвета. Но для меня эта расцветка топ для текущего лета. Грязезащитный щиток покрыт замшей. По качеству замши окей, ничего безумно крутого, но и ногтем так просто не поцарапаешь. Также замша использована в районе пятки и шнуровки. По бокам расположены белые кожаные свуши. Что касается прозрачной сетки, она является здесь базовым материалом и идет вокруг от латеральной до медиальной стороны стопы. Материал похож на пластик, при этом он очень гибкий. Сетка отлично пропускает воздух. Далее момент, который меня очень порадовал и за который я хочу похвалить Nike. Такого не сделали даже в Sacai. Они укрепили сетку в районе пальцев ног вторым тканевым материалом, который переходит в язычок. Этот армирующий материал полностью покрывает носок, что является огромным плюсом. Во-первых, если ты будешь ходить без носков, то благодаря этому решению не пострадает эстетический вид. Во-вторых, это делает пару намного более прочной и значительно увеличивает срок ее жизни. Конечно, есть прозрачные места по бокам, но помимо отличной воздухопроницаемости, они позволят вам добавить красок, например, если вы захотите надеть яркие цветные носки. Под шнурками расположен асимметричный сетчатый язычок из искусственной замши с приличным количеством набивки, поэтому он здесь действительно удобен и не впивается в ногу при беге или ходьбе. На краю ткани надпись, которая расшифровывается как Nike Sportswear и Waffle One. Теперь, переместившись к задней части, я могу рассказать о единственной проблеме, которая может возникнуть у вас при носке этой обуви. Давайте посмотрим на область щиколотки. Этот материал из искусственной замши с необработанными краями может натереть ногу, но это не критично, и проблема решается, если надеть более высокие носки. Чуть ниже расположен трехэтажный фиксатор пятки из прочного пластика. Кстати, подошва выполнена с классической клиновидной формой. Промежуточная подошва имеет универсальную систему амортизации. Она не особо мягкая и пружинистая, но привыкаешь к этому достаточно быстро. Теперь самое время перевернуть кроссовки и взглянуть на то, что послужило названием для этой модели. Это легендарная вафельная подошва. Напомню, что ее придумал Баурман, который налил резину в вафельницу своей жены.
Черная подошва разбавлена оранжевой деталью прямо под пяткой. Вырезы на подошве предназначены для лучшей гибкости. Переходя к деталям, на замше вышиты 4 прострочки черной ниткой. На носке, на пятке и поверх шнурков, что придает обуви немного незавершенный вид. Внутри черные стельки с логотипом, датой основания и штаб-квартирой Nike в Бивертоне. Кстати, приклеены они достаточно плотно. В районе щиколотки имеются 3 детали из пористой губки. 2 короткие с внутренней стороны и 1 длинная с внешней. Я думаю, они выполняют роль небольшой защиты ноги. Если ты думаешь иначе, пиши свой вариант в комментариях. И, наконец, в носовой части расположены небольшие светоотражающие элементы. Как итог, Nike взял лучшее из прошлой коллаборации и сделал силуэт VFL1. В целом, пара легкая, удобная и качественная, но не ждите от нее чего-то сверхъестественного в плане технологий или амортизации. Ее воздухопроницаемость, безусловно, является главным преимуществом. Они идут размер в размер. И я заметил, что в носке остается еще достаточно много места, так что можно посмотреть на полразмера меньше. Но если у вас широкая стопа, то берите размер, иначе носовая часть может показаться узкой. Пара выглядит действительно хорошо и определенно заслуживает внимания. Сочная летняя расцветка будет отлично сочетаться с вашим летним луком. А если у вас не уходит из головы LD Waffle от Sacai, то тем более. Waffle One — это лучшее доступное решение с минималистичным дизайном и приятной ценой. Кстати, не ведитесь на расцветку фуксия. На фотографиях она смотрится еще приемлемо, а вот вживую гораздо хуже. И как всегда, я желаю тебе найти свою ту самую, единственную и неповторимую пару. С тобой был Адамов, пока-пока.